Всем привет, с вами Дэн, и у нас бренд Сталинград, который я вам показывал первый раз, наверное, чуть ли не 10 лет назад на канале. Китайский микробренд, который организован был в 2014 году. Я вам как раз показывал его модель Bronze Defender. С тех пор много воды утекло, и бренд посвящен, как нетрудно догадаться, Сталинграду, Сталинградской битве, Великой Отечественной войне. И, в общем, все названия моделей там так или иначе связаны с Сталинградом, Волгоградом и так далее. Вот такая вот интересная тема. И, естественно, кто бы мог сделать такой микробренд? Ну, конечно, только китайцы, наверное. Короче, сегодня новиночка. Теперь эта марка продается не только на официальном сайте, но и на AliExpress. В Россию они доставляют, с официального сайта тоже. Если хотите с официальным купить, в общем, нужно им написать, договориться по оплате. А так есть на AliExpress. Ссылки оставлю в описании к ролику. И давайте коробочку открывать. Коробочка поменялась, а вот логотип у бренда не поменялся. Прикольно, интересно. Приятно. Так. Открываем. И здесь у нас скелетон. Красная такая подушечка. Дальше что у нас здесь есть? Есть гарантийная карточка. Итак, значит, у нас линейка называется Hero, герой, модель Skeleton, и конкретно у меня версия здесь Sky Blue. В общем, не все модели у них стилизированы под что-то там максимально брутальное, но в каждой модели практически, как мне кажется, находит отражение такой вот техностиль. Техностиль, связанный либо с техникой, либо с созданиями, строениями, вот такое вот что-то достаточно брутальное. И как раз здесь скелетон, что удивительно, в последние 2-3 года где-то тема скелетонов снова на коне, снова они популярны. Кому-то нравятся скелетоны, кто-то их прям активно хейтит, да. В общем, понятно, что скелетон это немножко на любителя. С другой стороны, знаете, с учетом того, что вот так выросло внимание к механическим часам и к механике, и к микробрендам в том числе, как мне кажется, скелетон, а это же ведь такая квинтэссенция механики, то есть со всех сторон мы с вами видим, что здесь есть механизм, что он работает, что это все вот так сложно и интересно. Плюс, опять же, в последние 2-3 года китайские заводы, китайские микробренды очень сильно ушли вперед в плане отделки и качества, и в том числе и отделки механизмов, так что это все, как мне кажется, и вылилось в то, что скелетоны стали чуточку интереснее даже в достаточно доступном сегменте. А эти часы, между прочим, стоят всего $219, без всяких там купонов, скидок и так далее. Внутри, значит, у нас стоит механизм PTS DG2892, Dixman Guangzhou в таком прям максимально скелетонировании. Очень здесь все убрано, все мосты вырезаны, платина. В общем, все можно посмотреть. Единственное, что закрывает, это кастомный ротор Сталинград, а здесь, прям все видно. Стальной корпус, сапфировое стекло, 50 метров водозащиты, кожаный ремешок. В базе они разные, там можно выбрать, разные есть расцветки по циферблату. Как циферблату, здесь, в общем, только одна крайняя, да, по крайнему радиусу только есть циферблат у нас с метками. Кстати, благодаря этому читаемость, наверное, будет получше, но с этим мы с вами, конечно же, разберемся. Так, давайте начнем, наверное, с размеров. По характеристикам мы прошлись, теперь размеры. Кстати, есть еще люминофорчик, да? Размер 42,7 по корпусу. Высота 13,9. Мы видим, что стекло купольное, но миллиметра 2 точно забирает. В реальности 12. Меньше 12 будет, да, если без стекла. 20 по ремешку. И от ушка до ушка чуть меньше, чем 50. Так, на всякий случай, сапфирчик здесь мы с вами проверили. И еще маленький нюансик. Это, конечно же, вес. По весу здесь 76 грамм. Все окей. Здесь часы, надо понимать, все-таки на кожаном ремешочке. Кстати, ремешок неплох. Это, опять же, еще один такой тренд у микробрендов из Поднебесной, потому что в последние годы ремешки стали сильно лучше. Плюс есть система быстрой замены ремешка, так что, если что, здесь можно много чего интересного поставить. Кастомная здесь застежка.
Сталинград. И, кстати, вы знаете, мне нравится, сейчас вот еще покажу, мне нравится их логотип. Вот логотип явно отражает, да, здесь что-то связанное с городом, со зданиями, с высокими зданиями. Прикольно. Звезда, кстати, на заводной головке здесь гравировочка. Корпус такой немножечко приплюснутый, да, он немножко расширяется в центральной части. Как всегда, мне напоминает это Орис Аквис, но здесь не Орис Аквис, потому что у Ориса он чуть расширяется вниз, здесь нет. Здесь просто такой вот как бы пухленький корпус в боковой части и также чуть пухленький рант. И над ним еще возвышается стекло. Вообще интересно, да, то есть такой вот тройной как бы мягкий трехобъемник. И причем все это мягкое и все зеркальной полировкой. Но вот верхняя часть ушек, узкие ушки такие, немножечко в винтажном стиле, знаете, да, и корпус, я бы сказал, немножко в винтажном стиле, и узкие ушки здесь прям хорошо вписываются, мне нравится. Плоская заводная головка, но крупная, ею пользоваться достаточно удобно. Опять же, у нас здесь некая такая стилизация на секундной стрелке, как будто бы это красная ракета или красный самолет. В общем, не очень понятно, что именно, да, но выглядит симпатично. И стрелочка читается, потому что, если мы видим здесь крупная стрелка часовая и минутная, они прям отлично считываются. И знаете, мне кажется, эта модель герой, да, она как раз тот самый случай, когда скелетон, в принципе, при скелетонировании циферблата ничего не теряет в плане читаемости. Потому что, ну, смотрите, здесь у нас разметка есть, да, часовая, по крайней мере, кстати, цифры 4 и 8, такие они объемные, а остальные метки накладные. Ну, точнее, не объемные, они все объемные, просто здесь это именно в цифровом варианте, и 0 еще, да, у нулевой отметки. Плюс есть внутренняя шкала, где минутная разметка, и у нас минутная, часовая. И, знаете, циферблат выглядит очень объемным. Очень объемным. То есть у нас идет механизм, дальше идет нижняя шкала, потом идет такая как бы железная дорога, на которой располагаются метки, и сверху уже крепятся метки. То есть очень много пространства, очень много объема, и выглядит это хорошо. И знаете, выглядит это достаточно дорого. Но, возвращаясь к читаемости, да, разметка есть, стрелки длинные, стрелки хорошо контрастные, такие плотные, с сатинированием, что важно, и поэтому они отлично читаются. Вот секундная стрелка читается похуже несколько, но наконечник в виде вот этого вот самолетика, да, у нас красного, он как раз и улучшает в этом плане читаемость. Вообще мне циферблат понравился. Выглядит симпатично, выглядит технологично, и на механизм, в принципе, смотреть приятно. То есть он отделан в базово, конечно, да, но вполне себе симпатично и вполне себе неплохо. Плюс, кстати говоря, еще секундная разметка у нас идет по внутренней части ранта. В общем, слушайте, ну, неплохо, неплохо. И мне нравится еще вот эта игра такая, да, как будто бы какая-то некая турбина, что ли, ну, у меня такая ассоциация обратный такой наклон немножко идет между метками, да, вот по этому кольцу синим цветом. Прикольно. Слушайте, симпатично, надо сказать, мне нравится. Сделано очень даже симпатично. Задняя крышка здесь с вами мы уже немножко посмотрели, кастомный ротор, ну, собственно, этот скелетонированный механизм, который, опять же, по максимуму здесь вот все, если так можно сказать, порезали. Ну что ж, на запястье 18,5 у меня обхват запястья. В принципе, они не кажутся такими вот крупными, как мы их намерили, да, почти 43 мм. Они выглядят как-то поменьше. Благодаря скелетону или коротким узким ушкам, наверное, все вместе. Но достаточно аккуратно. И опять же, я так смотрю, сантиметров 30 расстояния. Читаемость-то весьма и весьма здесь неплохая. Ну что же, посмотрим макро. Да, вот эти цифры, трафаретные такие здесь, 4, 0 и 8, симпатично. Плюс железная дорога и вот это вот обратный такой наклон по вот этой разметке между двумя серебристыми кольцами. Стрелки контрастные. Механизм, да, отделка базовая, но вполне себе приятненько. И задняя крышка здесь у нас ротор. Ну и механизм Dixman Guangzhou. По поводу механизма я вам сразу скажу, что если вы живете в крупном городе, то обслуживать получится. Если в небольшом, то будут вопросы, да, поэтому здесь думайте, решайте сами.
Ну, что хочу сказать по итогам. Знаете, с учетом характеристик и цены здесь, и качества, да, исполнения, здесь все достаточно приятно, все достаточно неплохо. $219, там плюс всякие купончики, скидосики, ну, считайте, где-то 200. Окей, хорошо. И не забываем, что это скелетон, а скелетон это всегда сделать сложнее и в плане читаемости, и в плане юзабилити, и в плане того, чтобы выглядело достаточно симпатично. И мне кажется, что у ребят из Сталинграда здесь получилось. Знаете, в целом получилось. Здесь определенные, конечно, вопросики есть, но получилось, мне кажется. Плюс они интересно обыграли вот эту тематику читаемости, потому что, ну, это, наверное, один из немногих скелетонов, где понятно, сколько сейчас часов и сколько минут. Пишите, как вам эта модель, чего еще из Сталинграда, может быть, показать на канале. На этом у меня все. Всем пока, с вами был Дэн, увидимся.